Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это утренний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, какие происходят события, что на пороге, как будет закрываться неделя и, соответственно, куда все это приведет, по крайней мере, сегодня в течение дня. Так, давайте посмотрим, что тут по новостям. Google и Яндекс выбили Газпром с первого места. Но это на самом деле вполне было ожидаемо, потому что Google, Яндекс, особенно Google, это компании будущего, а Газпром это сырьевая компания. Здесь вполне очевидное движение. Так, ну вот нас уже готовят к тому, что в 2022 году продолжится дефицит чипов, а если будет еще и конфликт с Тайванем, то нас ждет чиповый ад. Так, ну вот, вчера вышли данные по поводу цен производителей в Китае, и возникла новая интересная тема. Китайская энергия коварно разгоняет мировую инфляцию. Действительно, вот эта штука, она достаточно такая опасная. Поднятие цен на электроэнергию в такой стране, как Китай, которая является, по сути, мировой производственной фабрикой, это может очень и очень негативно сказаться на мировых ценах, инфляции издержек и, соответственно, на мировом потреблении. Так, друзья, давайте еще посмотрим американскую новостную повестку. Здесь очень благоприятно складывается ситуация для ближайшего роста криптовалют. Возможно, уже на этой неделе, либо в первой половине следующей, мы увидим переписывание исторических хаев и по биткоину, и по эфириуму. Ну и фактически на текущий момент все сформировано для того, чтобы произошло новогоднее ралли. Да, я понимаю, страшно. Есть много рисков, которые могут раскрыться в любой момент. Но с другой стороны, если вы решили покорить Эверест и вы идете к цели, всегда есть очень много рисков. Вы можете сорваться, может лопнуть страховочный трос. Всегда страшно. Но когда есть цель, или по крайней мере видно, что идет движение какой-то цели, в этой ситуации всегда гораздо проще. Так, ну вот еще секундочка по российской новостной повестке. Европа пытается бороться с ростом цен на газ. Действительно, по рублю пошло движение, но пока это движение, оно недостаточно выраженное. То есть в рубле я неоднократно обращал внимание, меня несколько настораживает тот факт, что укрепление идет совершенно непропорционально с тем движением капитала, которое возникает из-за роста цен на газ, нефть и металлы. Так, ЦБ попробует узнать, сколько россияне вложили в криптовалюты. Это напоминает вопрос от прошлого к будущему. Как из фильма «Старикам здесь не место». Вот еще очень интересная новость. На Bloomberg, возможно, эта новость как-то повлияет на курсы криптовалют. Так, друзья, давайте перейдем к графикам. Китайский фондовый индекс CSI 300, соответственно, сегодня позитивная динамика, такая умеренная позитивная динамика в конце недели. По сути, несмотря на весь ужас, весь кромешный ад, который творится на рынке недвижимости и экономики, китайский фондовый рынок пытается вылезти из этой ямы и вернуться в диапазон 5000-5200. Но здесь посмотрим, как на следующей неделе будут развиваться события, точнее даже в течение конца октября, начала ноября. Потому что, по логике вещей, с учетом фундаментала, должны весьма вероятно надуть или поднадуть США и Европу, возможно, Китай тоже. Но по Китаю что-то столько негатива, что мне даже как-то в голове не укладывается, что здесь какой-то рост вообще в принципе в обозримом будущем возможен. Разве что только какое-то чудо произойдет, либо не останавливаясь будут печатать юани. Так, друзья, далее Baltic Dry. Здесь произошел перелом, но пока этот перелом не критичный. Для того, чтобы говорить о какой-то тенденции, должны быть пробиты ключевые уровни, а такого пока что еще не произошло. Так, друзья, далее давайте RGBI посмотрим, дневной таймфрейм. Ну, здесь ситуация указывает на то, что все-таки действительно нефтедоллары, конечно же, пришли, но как-то воздействуют они достаточно вяло. Здесь есть еще такой момент. Дело в том, что я уже неоднократно говорил, кредитно-дефолтные свопы на Россию, особенно короткие, 6 месяцев, год, 3 года, они очень сильно выросли. Если долгосрочные кредитно-дефолтные свопы на 10-20 лет, они тоже выросли, но они уже просели. Они, конечно, не вернулись
предыдущим значениям, но у них определенное коррекционное движение вниз произошло. Короткие кредитно-дефолтные свопы на Россию, они как выросли, так и продолжают по чуть-чуть расти. Это говорит о том, что как бы риски от России никуда не делись. Риски хеджируют и ждут, что будет разворот. Но есть и иная ситуация. Дело в том, что перед 2008 годом, когда вот произошел такой феноменальный рост, если я не ошибаюсь, по-моему, тоже росли кредитно-дефолтные свопы на Россию накануне вот этого мощнейшего роста. Тут касательно этого вопроса у меня уверенности нет. Я тогда так детально это все не отслеживал, я тогда только начинал свою деятельность на финансовых рынках. Вот. Но мне так помнится, что, по-моему, то ли Bloomberg, то ли какое-то другое агентство, оно как раз в марте или апреле 2008 года давало информацию, что вот, мол, так и так, с Россией непонятно что, растут кредитно-дефолтные свопы. Результатом роста кредитно-дефолтных свопов стал рост российского рынка. Конечно, потом это привело к тому, что рынок очень сильно просел, но это было в рамках мирового тренда, обвала Lehman Brothers. Вот, поэтому здесь, несмотря на рост кредитно-дефолтных свопов, мы можем получить мощнейшее движение наверх. Так, друзья, далее вопрос был по полиметаллу. Сейчас вот эта акция, она достаточно интересной становится. Почему? Дело в том, что сейчас весьма вероятно откроется второе дыхание у серебра. По крайней мере, на дневном таймфрейме есть очень большие надежды на движение в серебре. Соответственно, если это произойдет, полиметалл уникальный прокси и на золото, и на серебро, соответственно, мы в ближайшее время в этом случае увидим движение, цель которого будет тестирование и пробой 1670 вот этого значения. Это дневной график. Тем более здесь еще какой момент есть. Вот эта просадка, вот это снижение, которое было, оно не пропорционально ценам на серебро и на золото. То есть здесь просто была мощнейшая высадка, набор позиций, и сейчас все готово для разгона. Так, друзья, далее меня очень-очень просили по AMD. Смотрите, здесь в силу тех процессов, которые происходят с нехваткой чипов и так далее, я думаю, вот на этой следующей неделе мы сначала потестим 115, и в случае пробоя будет взят и вот это значение, которое на 122 находится. Очень уж резво эта акция пошла наверх. Соответственно, сценарий не реализуется, если будет откат и пробитие 103,3. Во всех остальных случаях будут тянуть его за шкварник и переписывать исторические хаи. Так, друзья, далее был вопрос по ВТБ. Давайте дневочку посмотрим. Да, дневочка здесь несколько пессимистичная, но не провальная. Здесь ситуация следующим образом развивается. У него есть уровень новый, который он здесь волшебный себе создал. Это уровень 5,37. Вот если этот уровень будет пробит, то тогда действительно весь этот феерический рост по ВТБ, он затухнет, и ВТБ вернется либо на 5,2, либо на 5,1. Но пока этот уровень не пробит, вот это все может рассматриваться как некоторые колебания перед дальнейшим движением наверх. Цель 6,2, 6,3 ближайшая. Так, друзья, далее Русгидро, по сути, сейчас весьма вероятно приближается ее звездный час, потому что как только здесь будет пробитие уровня 85 копеек и устойчивая проторговка, очень быстро пойдет движение сначала на 88, потом на 94, потом, возможно, и дальше. И это та компания, которая генерит электроэнергию и при этом не расходует ископаемые источники энергии. Намек понят? То есть ее прибыль растет в соответствии со всеми инфляционными делами, а ее косты не растут, так как растет стоимость сжигаемых источников энергии. То есть здесь феноменальная ситуация. По этой акции мы можем получить в ближайший год просто феерический рост. Так, друзья, смотрите. Далее природный газ, по нему вопросов масса. Российский президент гарантировал, что поможет Европе в этом вопросе, и, соответственно, что он сделает все, что от него возможное.
Но проблема заключается в том, что есть глобальный перекос в спросе и предложении. Здесь никто ничего решить вопрос не сможет, пока этот перекос не устранят. На носу зима, которая вроде бы по прогнозам будет очень холодной. Есть у газа уровень, о котором я неоднократно говорил, это 5. Вот 5 пока стоит, будет рост. Все, что идет сверху, это консолидация на хаях. Соответственно, текущая ситуация, она указывает на то, что пока не начался новый виток роста, пока удержано 5, будет консолидационное движение в акциях «Газпрома» и «Новатэка». Так, друзья, далее Сбербанк. По Сбербанку были вопросы. Смотрите, Сбербанк. Ну, здесь, во-первых, у нас нарисовался уровень, который проходит в районе теперь 3, так, прошу прощения, 369,5, 369,4. Вот в этом значении, соответственно, пока его отсюда не выкурили, он будет собираться силами и отскакивать. Цель движения у него 400. В случае пробоя 369,3, 369,4 у него возникает коррекционный откат, у которого цель движения, возможно, будет на 346. Так, друзья, далее норильский никель. Здесь все созрело для того, чтобы гнать его наверх. Платина, палладий постепенно, ну уже не постепенно, уже как бы отскок и разворот произошел. Но тем не менее, в ближайшее время мы сегодня, возможно, по норильскому никелю мы увидим тестирование и пробой 23 500. Я так полагаю, закрытие недели по нему будет в районе 24 тысяч. Вполне такое возможно. Так, друзья, но ВИКС провалился и все готовится к новогоднему ралли. Смотрите, 18,5 взято, то есть все там хлопушки зарядили, конфетти рассыпали, все готовится. Так, друзья, далее S&P 500, дневной таймфрейм. Пошло движение наверх. Я так думаю, сейчас будет тестирование 4490. В случае пробития этого значения мы получим переписывание исторического хая, но я думаю, это будет уже на следующей неделе. Сейчас, я полагаю, будет движение на 4490 и потом коррекционный откат и закрытие в районе 4430. Так, друзья, далее золото. Смотрите, по золоту здесь вот это движение, которое идет, если сегодня мы не пробиваем уровень 1784, давнишний застарелый уровень, вот эти все движения, они приводят к накоплению. И по золоту у нас есть новая цель, которая находится в районе 1824. Здесь, скорее всего, произошел разворот, и весьма вероятно мы увидим на предстоящей неделе движение к 1900, возможно, даже выше. На сегодня консолидационный диапазон, я так полагаю, возможно, будет попытка продавить перед закрытием недели фиксации позиции. 1784, если не будет взято, значит, просто собрали жатву и готовятся к новому движению наверх. Сейчас, я так думаю, будет тестирование 1784, весьма вероятно. Так, друзья, далее нефть. Ну, смотрите, нефть фактически пробила локальный хай, который здесь был. В ближайшее время, я так думаю, здесь будет консолидационное движение на достигнутых значениях. Это часовой таймфрейм. В случае ухода вниз и пробоя 83,5 вот этого значения, мы увидим коррекционный откат, у которого цель движения будет 82,4. Пока не взята вот эта линия, все движения будут выкупаться. Ближайшая цель по нефти это 94, но я думаю, это будет на следующей неделе. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow. Давайте часовичок посмотрим, дневочку не будем, ситуация понятная. 72,5 пробили. Здесь локально вот эти цели сделали движение, ну немножко, вот 71 и 1 еще бы зацепить, и тогда можно говорить о том, что здесь после длительной консолидации продолжится движение вниз. Если сегодня будет повторная попытка с пробоем 71,25, то мы весьма вероятно сегодня же сходим на 70,5. Но, как вы видите, несмотря на все там цены на энергоносители высокие, на разговор о том, что приходят нефть и доллары, особого укрепления рубля не происходит. То есть есть определенный фактор, который не дает и, скорее всего, не даст ему далее укрепляться. На сегодня, на текущий момент, я думаю, до обеда будет консолидационное движение вот в этом диапазоне.
Соответственно, если вдруг возникает пробой 71.25, мы сегодня уже можем увидеть хорошее укрепление рубля на 70,5. Но, скорее всего, я думаю, здесь будет консолидация и к обеду попытка отскока на 71,4. Друзья, в общем-то, все, основные инструменты, основные новости. Спасибо за внимание, успешных торгов и всего наилучшего. Удачи!